Когда-то не так давно, читая ваши комментарии про рассуждения насчет будущего BattleBeat, я смеялся, ибо считал, что это странно приписывать игру к мертвым и забытым играм, когда команда разработчиков только растет, а на пороге уже стоит самая глобальная обнова игры. Но скорее теперь я смеюсь с того, насколько я был наивным. Впервые увидев анонс плейтеста обновления, моему счастью не было предела, поскольку я думал, что это то событие, которое определенно приведет нас в лучшее будущее, где мы снова увидим регулярную коммуникацию и где обновление не придется ждать год. Сейчас мы здесь. С конца плейтеста обновления прошло почти 3 месяца. За все это время мы увидели целых 2 поста от разработчиков и одно видео с показом новой стрельбы в обновлении, которое игроки приняли отвратительно, по очевидным причинам в виде ужасной тряски экрана. Казалось бы, 2 поста не так уж и плохо, могло быть и хуже. Но если мы посмотрим на вместительность этих постов, это все-таки ужас. Инфы хватило на 7-минутное видео, в котором, толком-то и новостей нет. И теперь у меня максимально плохое предчувствие насчет будущего этой игры. Видите ли, несмотря на то, что обновление выходит очень большим, это его главная проблема. 3.0 был нацелен на решение главных проблем игры, которые разработчики не смогли решить ранее из-за очень строгих сроков разработки обновлений, поскольку они хотели максимально удержать 80-тысячную аудиторию, которая наплыла в релиз раннего доступа игры, и это неудивительно. Но решая все проблемы игры в одиночку, со своей уже достаточно большой командой разработчиков, но без самого комьюнити игры, с тех пор, как девкасты перестали выпускаться, ни к чему хорошему, очевидно, это привести не может. И именно тут в дело вступает идентичность игры. Текущий BattleBeat — это, грубо говоря, гибрид Battlefield и какого-нибудь сквада. То есть игра выбрала себе все самое интересное из двух этих игр. Погружение, механики и некая тактикульность из сквада и простота понимания вместе с фановым геймплеем из БФ-ки. И казалось бы, у BattleBeat нет другого пути. Если ты максимально уйдешь в один из этих жанров, то твоя игра навсегда будет иметь клеймо копии той или иной игры для пользователей картошечных ПК. И, очевидно, перестанет быть уникальным проектом. И что же сделали разработчики? Правильно, пошли по стопам Battlefield, то есть начали превращать BattleBeat из гибридного жанра в аркадный, что многим игрокам очевидно не зашло, в том числе и мне. Что же у нас имеется в обновлении? Так, полоски здоровья над головами персонажей, куча индикаторов, на гранатах, на дронах, на минах, трассера, которые меняют свой цвет в зависимости от команды, то есть трассера твоих тиммейтов будут желтыми, а у противников красными. И что самое главное и самое обидное, полное удаление характеристик брони и рюкзаков. Да, мало того, что систему как таковой брони убрали, что, как по мне, только к лучшему, так еще и скорость прицеливания и передвижения игрока нельзя менять. Точно так же, как и количество магазинов и гаджетов через рюкзаки, бронежилеты и шляпы. В общем, из разнообразной и интересной системы кастомизации сделали как бы шляпу. Да и саму игру превратили в более аркадный шутан, что для BattleBeat это не совсем хороший знак, а скорее даже ужасный. Как я и говорил, BattleBeat просто-напросто теряет свою уникальность, и смысла покупать его вместо других игр по типу Battlefield не будет. Однако, да, они делали заявление, мол, они не пытаются идти в какие-то определенные жанры, и будут добавлять и смотреть на те вещи, которые в целом подходят игре. Но подходят ли эти все упрощения под реалии текущего BattleBeat, я очень сомневаюсь, ибо эти изменения мне, как и половине комьюнити, совсем не понравились. И все так просто удалить или переработать из-за негативного фидбэка от сообщества разработчики вряд ли смогут. По итогу обновления, которое было нацелено на переработку и некое переосмысление всей игры для исправления ее главных проблем, сделало из этой же игры фактически копию Battlefield, из-за чего теряется ее идентичность, что вновь срежет комьюнити наполовину, так как в прошлом BattleBeat уже перерабатывался несколько раз. И за эти все разы игра то и дело шаталась от жанра аркады до милсима, и соответственно сообщество игры тоже с каждым разом менялось. Да, безусловно, в игре планировался милсим режим, но какая вероятность того, что мы его увидим хотя бы в ближайшие 2 года? Не, серьезно, уже 3 месяца прошло с последнего плейтеста, и малейшего намека на скорый выход плейтеста производительности, который разработчики планировали, тупо нет. Что уж там говорить про какие-то режимы. Так, а скоро ли вообще выйдет это обновление? Операция переработка разрабатывается уже на протяжении 2 лет. Скорый выход обновления нам обещали 1,5 года назад, а плейтесты мы получили лишь под конец 2025 года. Точнее, первый и последний на данный момент плейтест обновления. Казалось бы, все идет к завершению, раз мы уже перешли к тестировке самого апдейта, но кажется, будто бы мы еще на целый год далеки от его выхода.
Судя по очень регулярным и вместительным постам разработчиков, мы действительно далеки от потенциального выхода обновления. Ведь в этих же постах они говорят, что меняют физику транспорта и добавляют рикошеты. То есть вместо того, чтобы полноценно заняться фиксом утечки памяти и исправить недочеты обновления, они занимаются добавлением нового контента. Зачем? Какой смысл? Плейтесты — это буквально прямая дорога к выходу обновления. Пару исправлений, полировок, и обновление уже готово выходить на свет. Но нет, давайте лучше добавим еще чуть-чуть контента, а потом еще чуть-чуть. И еще, так мы и получим через 2 года вторую часть BattleBit, а не обнову. Мне реально грустно воспринимать то, что разработчики хотят довести это обновление до идеала, но почему-то они не понимают, что этого никогда не произойдет, и это пустая трата времени. Да, улучшение транспорта — это, конечно, круто, даже очень, но переделывать его во время фазы тестирования — это максимально глупо. В чем проблема начать переработку транспорта после обновления? Никто не останется в минусе, потому что обнова таким образом выйдет раньше, не будет возникать новых багов и ошибок в игре, и разрабы наконец выйдут из производственного ада, в котором застряли надолго, а новую технику можно было бы и потерпеть. Но сейчас я почти уверен, что на технике все не остановится. Скоуп-клиппинг будет расти и только увеличиваться, до тех пор, пока разработчики сами не поймут, что так дела идти не могут. Я вот честно, очень хочу в этом ошибаться. Как я уже говорил, девкасты были отменены в сентябре 2024 года, по той причине, что якобы показывать разработчикам было банально нечего. Обнова уже вот-вот за углом, а все процессы являются техническими и неинтересными рядовому пользователю. И именно с тех пор мы перестали видеть адекватную коммуникацию об обновлении, и почти все процессы, которые были связаны с игрой, также подверглись заморозке. О чем это я вообще говорю? А о том, что у них очень много дел отложено буквально на завтра, после обновления. Ну, например, сервера сообщества. Ты не сможешь захостить себе сервер в BattleBit, пока не выйдет обновление. Девкасты тоже были отменены до выхода обновления, так же самое, как и, например, критерии для получения роли создателя контента. К этому добавим планы на выход обновления раз в 3 месяца, ничтовые багфиксы, нормальную коммуникацию, ведь разработчики говорили, что после обновления они снова будут активны с игроками. Будут делать различные ивенты вокруг игры, может быть даже какие-то твич-дропы, то есть, понимаете, в чем соль? Планов очень много, но они все отложены, ведь сегодня у них идет разработка обновления. У них нет сроков, у них нет планов, а все, что запланировано, отброшено на момент выхода обновления. Они разрабатывают игру просто в кайф, и по пути разработки смотрят на то, что им делать дальше, какие решения принимать. И к этому мы еще вернемся. Отчасти из-за этого все и происходит так, как оно и происходит. Оки со своей командой разработчиков тупо программируют игру, и не занимаются ничем другим кроме этого, ведь все отложено. Комьюнити-менеджер, пользуясь моментом, тоже ждет обновления, ибо все его дела также само отложены на выход 3.0. А остальные разработчики работают отдельно от всех, и их работа никак не влияет на выход обновления. Ну, кроме, например, 3D и 2D художников. И тут мы плавно переходим к следующей проблеме. Почему бы не менять все то, что происходит вокруг игры, прямо сейчас? Ну типа, серьезно, создание каких-то уникальных матчей внутри сообщества, чтобы оно веселилось, не требует выхода обновления. Так же самое, как и нормальная коммуникация вместе с фактически полной переработкой Discord сервера. Ведь он, как для обычного пользователя, максимально непонятен и неудобен. А комьюнити-менеджер для этого делает тупо ничего. И нет, я не обесцениваю его вклад в комьюнити. Я понимаю, что на него навешено реально много дел, которые он должен делать сам. Управление всеми соцсетями, управление комьюнити, фидбэком и коммуникацией. И это не учитывая работу за кулисами и личную жизнь. Однако, раз он согласился на такую должность, то обязан выполнять свои обязанности. И если с ними не справляется, то в чем проблема увольнения или нанимания еще одного человека на этот пост? Да, раньше терминал рассказывал, что его слишком сильно ограничивает Оки, не дает поделиться новостями из игры, какими-то подробностями по поводу разработки и прочего. Но сейчас все сотрудники игры показывают пальцем на комьюнити-менеджера, говоря, мол, если у вас есть претензии, то идите к нему. Он занимается управлением комьюнити, он ведет все социальные сети, кроме Телеграма, и он также управляет всем Дискордом. Ну то есть, если нам такое рассказывают, то очевидно, что ему развязали руки почти везде. И теперь ответственность за тотальное молчание отвечает именно он, а не очень злой и страшный Оки-доки. Так что у меня теперь есть весомые претензии. Где коммуникация? Как я и говорил ранее, плейтесты в моем понимании не должны были быть прямой дорогой к выходу обновления. А раз так, то и коммуникация должна была улучшиться в разы. Ты ж не будешь объявлять всем о том, что игра воскресла и вот-вот получит обновление, чтобы потом снова уйти в туман. Ведь так? К сожалению, не так.
Да, вышло целых 2 поста за все это время. Наверное, я должен плясать от счастья из-за таких новостей. Очевидно, что это мало и нам нужно больше подобного контента. Например, делать большие посты о всем, что разработчики делали за последний месяц. Это модели, карты, текстуры, бэкфиксы, нововведения, собственно, ежемесячно. А в канал Dev Updates в дискорде игры и в соцсети скидывать каждую неделю небольшие видосики и картинки того, на чем идет работа, или что нас уже ждет в обнове. Было бы прикольно еще скидывать различные таинственные скриншотики, типа анонсы чего-нибудь интересного. В целом, тенденция подобной коммуникации уже проглядывается, потому что Dev Updates все-таки начал снова оживать. И тут остается лишь надеяться на то, что так все и будет продолжаться и развиваться именно в эту сторону. Просто я не понимаю, зачем было отменять девкасты, раз мы все еще спустя почти 1,5 года сидим без обновления. Были бы сейчас девкасты и интересные ивенты с игроками вокруг игры, претензий насчет коммуникации у меня бы и не было. Ведь эти самые стримы разработчиков приносили очень много интереса и информации в игру, так еще и взаимодействие с игроками было получше, чем сейчас. А через их заморозку у нас, собственно, вся игра заморожена. А обновы, несмотря на обещанные плейтесты, мы все еще не видим и даже не слышим. И тут возникает закономерный вопрос. А есть ли у них вообще планы? Ну, какая была цель плейтестов, раз уж мы их все еще не получаем, раз обнова продолжает увеличиваться в масштабах, а коммуникация не стала лучше? Я совсем не думаю, что разработчики задумывали выкатить плейтест, чтобы все пощупали обновления, дабы забить на эти же тесты и продолжать добавлять контент в игру. И мое предположение заключается в том, что, скорее всего, у них в команде есть планы, но очень краткосрочные. Типа, вот мы выпустим плейтест и посмотрим, что дальше будет. Плейтест оказался ужасным в плане производительности, следовательно, они пошли чинить игру. После они подумали, раз обновление это переработка, значит и транспорт должен быть изменен именно в этом обновлении, а не как раньше, где они его откладывали на будущее. Таким образом, хейт от некоторых игроков на то, что ничего кроме переработки игры они не добавили, и даже транспорт не изменили, уменьшится, и смысл от слова переработка будет больше. И вот так постепенно, кирпич за кирпичиком, они пытаются дойти до релиза. Таким образом, вполне вероятно, они понимают, что добавлять нововведения в игру в текущем ее состоянии не варик. Но при этом не переработать транспорт в обнове про переработку — это грех. А рикошеты были добавлены просто потому, что они добавляют импакт в пуле, который вы выпустили из оружия. Разработчики так и сказали. Значит, не все кончено? Разработчики не будут добавлять значительный контент в обновление? Да мне откуда знать, господи. Весь этот видос — это чисто мои предположения и не более. Однако, я был бы не я, если бы не расписал огромный пост комьюнити-менеджеру о моих переживаниях насчет текущего и будущего BattleBeat. Считайте, что весь этот сценарий, который я сейчас озвучил, и был отправлен терминалу, только с подробными идеями для улучшения Discord-сервера. И ответ был весьма комьюнити-менеджерским, который я вам показать не могу. Однако надежда на улучшение вокруг всей ситуации с BattleBeat все-таки есть. Так что не все еще потеряно, наверное. Отвечая на название видоса, нет, очевидно, BattleBeat не сдох. Пока что. В игру все еще играют и ее все еще разрабатывают. И шанс того, что ее забросят, равняется 0. Но тут дело стоит в другом, в дате выхода самого обновления. С каждым днем играет все меньше людей в игру, и тенденция заметна. Раньше я думал, что самые ярые фанаты BattleBeat не уйдут, и в игре всегда будет около 500 человек. Но нет, они все-таки уходят, как и моя надежда на то, что после обновления игра воскреснет. Не поймите меня неправильно, очевидно, что будет значительный прирост игроков в дату выхода обновления. Однако, плейтесты показали, что даже столь важное событие внутри игры не способствует улучшению каких-либо вещей вокруг нее. Что был плейтест, что его не было, ни коммуникации, ни обновы мы все еще не видим. И я боюсь, что такая ситуация может повториться и с выходом обновления. Однако, искренне надеюсь, что это не так. Впереди нас ждут многочисленные тестировки обновлений, и мы еще посмотрим, насколько они окажутся регулярными и насколько их хватит. Касательно меня и этого канала, то у меня уже потихоньку заканчиваются идеи для видосов. Если ничего вокруг игры не изменится, если мне не дадут дозу копиума, и если мы так и будем все ждать и ждать этого обновления, то не мудрено, что мне это надоест. Снимать я все-таки буду, но вероятно реже. Посмотрим. Все надежды, которые у меня были, уже погасли, и как-то грустно осознавать, что чисто теоретически игра с таким огромным потенциалом может его полностью утратить.